Привет, я Наташа, а вы на канале Наташа Связана. И сегодня у нас такая интересная тема, как остатки пряжи, куда же их девать. В свое время, когда я только начинала вязать, это было очень давно, я даже не хочу думать, в каком году. В то время YouTube был не так полон современных каналов о вязании, и я не могла понять, что делать с этими остатками, и я гуглила всякие разные способы, куда же деть остатки пряжи. Ничего я нормального толком не нагуглила, приходилось самой придумывать, что делать. В основном я вязала носки для мамы. Это были носки, связанные из разных пряж, то есть я просто брала клубочек заканчивающийся, извязывала несколько рядов, затем я привязывала следующую ниточку и вязала вот таким образом. Это все, на что я была способна в то время, но сейчас все чуточку изменилось, поэтому я хочу поделиться с вами своими находками, куда же можно деть остатки пряжи, либо можно еще сказать так, что изделия, на которые потребуется очень мало пряжи, соответственно, из небольшого клубочка вы сможете его связать в полноценное изделие. Я постаралась подобрать более-менее современные варианты, надеюсь, вам они тоже приглянутся. И давайте начинать по списку. Первое, с чего я бы хотела начать, это одежда. В частности, топы треугольничками. То есть это могут быть купальные топы, либо пляжные топы. Просто либо если вы едете куда-то в отпуск и его надеваете на курорте. Таким образом они выглядят примерно. Вяжутся они супер просто. Это два треугольничка крючком, которые соединяются между собой соединительными столбиками. Это все, что требуется. Если хотите, я могу выпустить мастер-класс, но у меня уже был подобный мастер-класс из плюшевой пряжи. Здесь получается то же самое, только можно из хлопка вязать, но если вы хотите купаться в этом топе, то я бы рекомендовала другие материалы. Это, например, я вот здесь вот напишу пряжу, из которой я вязала прям купальники. Она очень быстро сохнет и не утяжеляется под водой, то есть она не впитывает в себя воду. Понятно, что это синтетика, но я думаю, что это не очень критично. Также к этой же категории я могу отнести другие топы. Это топы бабушкиными квадратами, которые состоят просто из одного ряда бабушкиных квадратов. Тоже, соответственно, вы вяжете небольшое количество этих квадратиков. В них вы можете использовать пряжу разных цветов, просто соединяете их между собой, и либо вы вывязываете плечики этого топа, либо просто оставляете его как такой бандаж. С ними еще можно делать такую прикольную обмотку вот здесь вот по низу. Мне кажется, это достаточно интересно смотрится и вяжется просто из воздушных петель. Далее давайте перейдем к головным уборам. Здесь я хочу рассказать про несколько позиций. Начнем с платков. Платки могут быть из также бабушкиных квадратов, про которые я только что рассказывала, либо они могут быть из одного цвета пряжи. То есть если у вас, например, в остатке побольше пряжи, вы можете связать из одного цвета. Если у вас ограниченное количество пряжи, то можете задействовать там 3-4 цвета, как вам больше нравится. Но в целом вот эти одноцветные платки, они вяжутся узором сеткой, и поэтому туда тоже израсходуется небольшое количество пряжи, поэтому смело можете пользоваться этой идеей. Кстати, у меня скоро выйдет мастер-класс на подобный платок, так что следите, скоро оно появится на моем канале. Дальше снова к головным уборам. Здесь мы поговорим про повязки. Повязки могут быть как зимние, так и летние. Я поговорю про летние, потому что у нас скоро весна. Я понимаю, что уже сейчас март, но весна еще не наступила. В Москве, по крайней мере. У нас скоро весна, и поэтому я бы хотела поговорить более про весенние или летние вещи. Если я буду выпускать это видео в конце лета или осенью, то я могу поговорить про осенние и зимние. Поэтому мы поговорим про повязки, которые вяжутся из хлопка. Вот здесь вот такие варианты. Это тоже супер просто. Мне кажется, наверное, это самое простое изделие из всего, что здесь будет представлено. То есть вы просто столбиками без накида или с накидом вяжете такую полосочку, и все. То есть это все, что вам понадобится. Следующий пункт в нашем списке — это воротнички. На воротничок у меня уже выходил мастер-класс. Вы можете найти его на канале, и вот здесь где-то появится ссылка на этот ролик.
Почему воротнички это быстро и просто? У меня ушло где-то грамм 15-20, наверное, на один воротничок, и по времени это занимает, у меня ушел где-то час максимум на это вязание. То есть это тоже супер быстро и просто. При том, что у меня была не самая тонкая пряжа, то есть у меня воротник был связан из пряжи на 100 грамм 330 метров. Соответственно, если пряжа у вас потолще, то можно связать еще быстрее. Со всем, что касается более-менее одежды, я закончила. И далее мы перейдем скорее к аксессуарам. Хотя предыдущие тоже, наверное, можно было назвать аксессуарами, но неважно. Следующее, о чем я хотела бы поговорить, это резинки для волос. Резинки для волос можно вязать спицами, можно вязать крючком, они выглядят по-разному. Вот здесь вот представлены разные варианты. Мне больше нравятся резинки, которые связаны спицами. В основном я как раз вяжу на спицах, наверное, по каналу это не очень заметно, но просто мастер-классы крючком пользуются большим спросом, поэтому я выпускаю именно их. Если вам вдруг нужны будут мастер-классы по спицам, то я с большим удовольствием их тоже буду выпускать. Сами резинки также вяжутся супер просто, то есть вы просто берете обычную резинку, которая продается в любом магазине, и ее обвязываете. То есть как мы делаем кольцо амигуруми, я показывала, как его делать в одном из прошлых мастер-классов. Также вы берете и обвязываете обычную резинку и далее делаете несколько рядов. Столько, сколько вам нужно. Далее я расскажу еще про одно изделие, мастер-класс на которое у меня выходил совсем недавно на канале. Это чехол для бутылки или кейс для бутылки. Они могут выглядеть по-разному. У меня тоже ушло небольшое количество пряжи. Например, у меня вот голубой пряжи ушло совсем чуть-чуть. Вы можете также воспользоваться моей идеей и, например, купить один моточек, а второй моточек взять, который у вас уже есть, и связать подобное изделие. Но также, если у вас осталось еще меньше пряжи, чем осталось у меня, то вы можете вязать чехлы для телефона, чехлы для бутылок, они по-разному называются, из узора сетки. Сетка занимает супер мало времени и супер мало пряжи на нее уходит. Также я хотела бы добавить, что в этом списке не будет ни одной вязаной игрушки, потому что я в целом не вяжу игрушки. Я не умею и учиться не то чтобы хочу, поэтому брелки, игрушки и что-то подобное я в этот список добавлять не буду, потому что это список на моем канале, и все изделия, о которых я говорю, я могу воплотить, а игрушки не получится. И давайте перейдем к последней позиции в нашем списке. И это подставки под кружки, либо это может быть частью какого-то топа также. Главная их особенность в том, что они визуально выглядят необычно. И, как видите, здесь тоже используется разноцветная пряжа. И, соответственно, вы можете использовать остатки пряжи, в том числе и вот в чем-то таком. Вот такое коротенькое видео у нас получилось. Затягивать я не стала, поскольку список у меня не такой уж и большой получился. Поэтому, если вам все понравилось, пожалуйста, поставьте этому видео лайк, а также не забывайте подписаться на канал, потому что на этом канале раз в неделю выходят разные интересные видео. Всем спасибо, всех обняла и пока-пока!